Год назад в одном из видео о наших путешествиях я обещал приготовить медовик. Мась, кстати, медовик — это один из любимых моих тортов, а у нас на канале еще нет такого рецепта. Что, слабо тебе? Нет, не слабо. Вот приедем и обязательно поделимся своим рецептом. И вот сегодня исполняю обещание и готовлю медовик. Вот ингредиенты. Поехали! Первым делом наливаем в 3-литровую кастрюлю 1 литр воды и ставим на плиту. Ждем, когда вода закипит. А сами тем временем в 2-литровую кастрюлю всыпаем 150 граммов сахара, вбиваем 3 яйца и взбиваем до появления пены. Затем сюда вливаем 150 граммов меда. Рекомендую использовать цветочный или луговой мед. Эти сорта меда дают аромат, но не дают горечи. Также сюда добавляем 100 граммов сливочного масла комнатной температуры. И ставим эту кастрюлю на водяную баню. Вода в кастрюле не должна сильно бурлить, она должна слегка булькать. Готовим смесь на водяной бане, постоянно помешивая. Как только масло растворится, добавляем чайную ложку соды и продолжаем готовить, постоянно помешивая, 10 минут. Через 10 минут сюда просеиваем 1 столовую ложку муки и, постоянно перемешивая, готовим еще 3 минуты. Через 3 минуты убираем кастрюлю с водяной бани. В чистую глубокую чашу просеиваем муку. В общей сложности я беру муки 600 грамм, но 1 столовую ложку мы уже использовали. И еще из просеянной муки я убираю 2 столовые ложки на подпыл. В центре муки делаем углубление и вливаем сюда приготовленную смесь. Хорошенько перемешиваем при помощи лопатки. Смесь еще горячая. Когда все ингредиенты соединятся, присыпаем стол мукой и продолжаем замешивать тесто. Вначале тесто липнет к рукам, оно очень мягкое, живое. Не старайтесь вмешать всю муку. Как только тесто перестанет липнуть к рукам, будет мягким и эластичным, прекращаем вымешивать. Вот мне уже хватит. Остальную муку убираем в сторону, а готовое тесто, вот такое оно получилось, делим на 9 одинаковых шариков, накрываем пищевой пленкой, я убираю просто в целлофановый пакет и убираем в холодильник минут на 30-40. Через 40 минут тесто станет плотным. Берем по одному шарику и раскатываем в тонкий пласт, примерно толщиной в 5 мм. Затем перекладываем на силиконовый пергамент и при помощи кольца вырезаем нужный нам диаметр. Я использую для этого чашу диаметром 20 см. Остатки убираем, и у меня получаются 2 идеальных блина. Подготовленные лепешки переносим на пергаменте на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, нагрев вверх-вниз. Ждем, когда наши лепешки приобретут красивый оранжевый цвет. Первые 2 коржа у меня выпекались ровно 10 минут, остальные коржи выпекались уже по 7 минут. Снимаем коржи с противня, вот такие они красивые получились, ровненькие. Перекладываем их на полотенце и даем им полностью остыть. Кстати, если вы переживаете, что у вас коржи могут вздуться, тогда просто-напросто сделайте проколы на коржах при помощи вилки. Из остатков теста я сформировал еще 1 корж, у меня их получается 10. Ну а то, что осталось, раскатал вот в такие неаккуратные коржи, все равно мы их будем измельчать, и они у нас пойдут на посыпку. Вот смотрите, если готовить таким способом, то получаются вот такие идеально ровные, одинаковые коржи. Их уже обрезать не надо. Готовим сметанный крем. В глубокую чистую чашу всыпаем 200 грамм сахарной пудры, добавляем 720 граммов сметаны и вначале перемешиваем, чтобы у нас сахарная пудра никуда не полетела, ну и потом взбиваем на высокой скорости. Крем готов. Теперь будем собирать торт. Блюдо, на котором мы будем собирать торт, обкладываем полосками пекарской бумаги. Дальше вы поймете, для чего это делается. В центр выкладываем 1 корж и щедро смазываем его кремом.
Если вы хотите очень нежный медовик, то можете развести мед кипяченой водой и перед тем, как наносить крем, смазать каждый корж медовой водичкой при помощи кисточки. Еще раз повторяю, крем не жалейте, потому что эти коржи очень сильно в себя впитывают крем. Последний корж, который мы выкладываем, пока не смазываем кремом, а начинаем смазывать боковинки. Наносим крем снизу вверх. Ну а затем вот таким образом обмазываем бок. Когда боковинки обмазали, выкладываем оставшийся крем на верхний корж и распределяем крем по поверхности. Подготавливаем посыпку. Корж ломаем в измельчитель. Туда же всыпаем 80 грамм грецкого ореха. Перемалываем в крошку. Вот такая посыпка должна получиться. Украшаем торт. Вначале посыпкой оформляем бока торта, ну а затем присыпаем верх. И распределяем при помощи ложки, лопатки или шпателя. Когда оформили торт, убираем полоски пергамента. Вся посыпка остается на листках, а блюдо у нас остается чистым. Торт уже в принципе готов к подаче. Теперь его накрываем, оставляем на столе на 3 часа, чтобы коржи пропитались. Через 3 часа убираем торт в холодильник, как минимум на 8 часов. Я его оставляю в холодильнике на ночь. Прошло примерно 12 часов. Достаем торт из холодильника. Отрезаем вот такой великолепный кусочек. Зовем домочадцев и пробуем. Этот медовик немного суховат, и его очень удобно брать руками прям и есть. Но вот если вы хотите более сочный медовик, тогда пропитываете коржи, и все у вас будет вообще прям сочно-присочно, вкусно-привкусно. Кстати, этот медовик тоже просто великолепный. Так что берите рецепт на заметку, готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну а я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока!